локдаун, все на улице закрыто. Выходить нельзя без причины. Если выходишь на улицу без причины, тебя полиция ловит, то штраф от 3, по-моему, до 5 миллионов донгов. Это тут 200 баксов. Поэтому повезло, что у меня есть такое прекрасное жилье. Сейчас вот почилю, немножко размялся, почилю, попью какао. Дима Нави, спасибо за какао. И поеду на базар. Сегодня у меня миссия, у меня осталось наличкой 200 донгов. И у меня миссия скупиться на 3 дня. Посмотрим, хватит ли мне 200 донгов. 200 донгов это у нас примерно 240 гривен. Хватит ли мне 240 гривен, чтобы скупиться едой на 3 дня? Заранее чек-лист себе не составляю. Посмотрю, что на месте буду покупать и что буду из этого готовить. Но предварительно хотелось бы приготовить гуакамоле. Еще никогда не готовил, интересно. Пока здесь, пока в доступе, в близкой доступности к авокадо, хочется приготовить гуакамоле. И посмотрим, может еще баклажанную икру, если найду там синие, баклажанную икру тоже сделаем. Вот. Тут есть снеки у них вьетнамские классные. Думаю, гуакамоле, это баклажанная икра. Будет вообще топчик с этими снеками. Вот, а вообще уже 2,5 месяца на карантине. Без пляжа, без активности, все закрыто. Немножко, ребятки, скучновато, хочется уже куда-то двигать. Я уже чувствую, что я здесь не турист, а уже вьетнамец больше, чем сами вьетнамцы. Вот, поэтому хочется снова стать путешественником и куда-то двигаться. Узнавать новое, смотреть новое. Следующий месяц буду пробивать другие страны, другие точки, чтобы понять, куда двигаться дальше. Вот так вот, на этом желаю вам, ребятки, хорошего дня. А я сейчас допью какао и двигаемся на базарчик. На базаре вообще пусто, почти людей нету, мопедов нету. Не знаю, связано с тем, что обед или нет. Вход перекрыт, нужен билетик вот такой вот. В общем, идем разведывать. В общем, просканировал и все. Они в приложении сканируют, типа фиксируют, кто в этот день был, в какое время на базаре, чтобы если вдруг будет вспышка. Hello. Чтобы если вдруг будет вспышка, всех сразу найти. У меня уже здесь есть постоянная точка, где стариваюсь. Hello. Сейчас мы узнаем, что тут где почем. Ребятки, Азия просто тонет в пластике, поэтому я вот использую многоразовые пакеты. И вам советую, если приезжаете в Азию, да и у нас тоже. Это удобно и экологично. Я взял себе многоразовая сумка для того, чтобы нести покупки. И вот такие сетчатые пакеты заказал на Алиэкспрессе, для того, чтобы заказывать, точнее покупать продукты и хранить дома в этой же сетке продукты. Они не запариваются, отлично хранятся в холодильнике, можно мыть продукты прямо в таких сеточках. Вообще бомба штука. Так, что нам сегодня нужно? Видно, что продукты почти такие же, как у нас. Окей. Окей. I need 1 kilo tomato. 1 kilo. Bao nhiêu chín?
Ага. Хай-хай. 22 тысячи стоят эти помидорочки. 22 тысячи это у нас 25 гривен. Не, 26 гривен. Сразу ей даем пакет зеленый. Это у меня уже прибитая точка на этом рынке. Я здесь покупаю постоянно. А вообще по Вьетнаму, когда я путешествовал, здесь есть отличие немножко. Вот очень похоже с Украиной, то везде нужно торговаться. Если ты в новом месте путешествуешь, они видят, что беляш, можно заработать денег. Ну, это естественно для такой страны и нашей страны, в принципе, у нас так же само делают. И они могут поднимать цены просто в несколько раз. Иногда можно сторговаться с 50 тысяч до 10 тысяч. Вот, поэтому во Вьетнаме всегда нужно торговаться. Всегда нужно торговаться. У меня много раз было такое и на базарах, когда я говорю, с 50 тысяч до 5, до 10 сторговывался. Было такое, что когда я путешествовал в хомстеях, оставался в отельчиках, и, например, там еду они предлагают, говорят, спрашиваешь, есть ужин? Мне говорят, да, есть ужин. Я говорю, сколько? Они говорят, 100 тысяч. Я говорю, не, дорого, давай 25. И они делают за 25 тот же самый ужин. Поэтому вот в сравнении с Таиландом, там наоборот. Там очень не любят, когда люди торгуются. И cucumber 1 кило. Yeah. В Таиланде люди не очень любят, когда с ними торгуются. Они сразу говорят реальную нормальную цену. И вот там интересная штука такая есть. Если ты даешь немножко денег больше, чем они сказали, например, они сказали там 22 гривны за кило, ты даешь им 24, и у них это считается очень почетно, модно, и они тебя могут там полкилограмма или килограмм чего-то сверху просто так довесить, типа, спасибо, ты классный чувак. Вот так вот, такие интересные тайцы. Вот. Это очень рабочий подход и интересный, я так стараюсь везде действовать, здесь тоже. Я сначала сбиваю цену до реальной, а потом даю немножко больше. Оно потом в жизни все равно возвращается. Поэтому у меня так работает. Это как благодарность, можно сказать. В общем, огурчики по 15 тысяч, это где-то 18 гривен за килограмм. По 15 синие, возьму килошку синих, сделаем икру. Зеленая фасоль 25 за килограмм. Лук по 17 тысяч, это 20 гривен. И по 20 тысяч вьетнамская морковка. Это у нас сладкая картошка по 25 тысяч. Интересная штука. У нас я такой не видел. Реально сладкая картошка. Они нашу картошку не очень любят. Кабачок еще вот такой возьмем. 20 тысяч за килограмм. У нас окра, это суперфуд вегетарианцев. Очень полезная. Суперфуд. For vegetarian. Очень полезная штука по 40. It's 14. 14. 14, not 40. Half kilo 14 or kilo 14. Half kilo. Ага, по 30 тысяч за килограмм. Can you put in my bag? Хочу найти... No. Хочу найти цветную капусту, но что-то не вижу. О, нашел. How much? Цветная капуста по 40 гривен за килограмм. Так, в итоге для того, чтобы приготовить то, что я запланировал, у меня ушло 300 тысяч, но мне хватит больше, чем на 3 дня. Я думаю, у меня здесь еды где-то на неделю, наверное. Так, что же я купил? За 300 косых, это у нас 360 гривен. Я купил такие штучки для гуакамоле, типа снеки. Я купил манго, здоровезный такой. Я купил драгонфрут по 5000 килограмм. 8 гривен, не 8, 6 гривен килограмм. Драгонфрут. Такой немножко уже, надо его есть, короче. Так, помидорки. Это мое было. Зелень, перец, зеленая фасоль, огурцы. 2 килограмма авокадо. Хорошенькая, спелая, мягенькая для гуакамоле.
синих для баклажанной икры. Для салатика пекинку взял. Взял для крем-супа окру. Такую капусту фиолетовую, обычную, белокочанную, цветную капусту. Может, так и сделаю. Морковку, лук, чеснок, кабачок и сладкую картошку. За 360 гривен. Ну и, блин, я думаю, что это где-то на неделю хавчика. Я еще заеду в супермаркет и покажу цены, которые в супермаркете на разные продукты, которые у нас. То есть там гречку, молоко. Гречки там нету, там рис. Рис, овсяночка, молоко и другие такие продукты. Всем привет, друзья! Прошло 7 дней, мне хватило еды, которую я купил на базаре, на 5 деньков. Я готовил, ни в чем себе не отказывал, готовил гуакамоле, вспоминал рідню неньку Украину, готовил баклажанную икру, вот такую вот по бабушкиному рецепту. Салатики, овощи, короче, все было отлично. Я думаю, еще таких недельку, и можно будет онлайн вести передачу «Мастер-шеф». Вот. На данный момент я услышал, что у нас планируют ввести ужесточение мер карантина. То есть, если до этого можно было выходить на улицу только за едой и за медикаментами, это уважительная причина, без этого штрафуют, то теперь еда и медикаменты – это неуважительная причина. На самом деле вирус распространяется, поэтому вьетнамцы пробуют держать его как можно жестче, сильнее, не давать распространению бесконтрольному. Вот. Поэтому они внедряют такие меры, как в Сайгоне, например. И попросили людей запастись едой. Я, естественно, об этом узнал, так как я не вьетнамоговорящий человек, узнал об этом немножко поздно, но запасся благополучно. Не знаю, наверное, на месяца 2, вот аж дверь трещит. Еда вываливается, тихо-тихо, еда вываливается. В общем, чувствую себя в безопасности. На самом деле, даже при таком раскладе переживать не надо, можно всегда пойти здесь. Даже если базар закрыли, а базары позакрывали некоторые, отделили территории одна от друга, как у нас, например, вот в городе районы. Вот здесь районы один от другого отделили, и ты не можешь перемещаться между районами уже. Возможно, внедрят, вот как я говорю, правило, что нельзя покидать дом. И, возможно, один человек на несколько домов будет куда-то ехать и покупать еду. Ну, это посмотрим, как это все будет распространяться. Вот. Но паниковать вообще не стоит. Я для себя это понял. Так как даже если я не найду еду, у меня есть дней 30 еще, чтобы понаслаждаться жизнью. Но если я буду паниковать, скорее всего, будет меньше. Зато, если я буду смеяться, я слышал, смех продлевает жизнь, то, скорее всего, будет больше. Вот. Поэтому, друзья, я и вам желаю, несмотря на обстановку, которую вокруг, не паниковать, не пускать панику в свои головы, радоваться жизни, думать, чем вы можете себя занять, как вы можете себя воплотить, в чем найти, как развиваться, не деградировать, радоваться жизни, радовать близких, нести пользу. И на этом я с вами прощаюсь сегодня. Увидимся в следующем видео. Благодарю за лайки, просмотры, активность, комментарии. Вот. И удачи вам, хорошего настроения. Курцлам. Нашли тайную дорогу, как пробраться через карантинный блокпост и попасть в супермаркет.
Поэтому мы идем в разведку, надеюсь, никакую полицию и охрану не встретим. И запасемся немножко продуктами. У магазина успешные недели. Люди выносят просто мешками выносят продукты. Интересно, что с овощей убрали ценники. Итак, всем привет еще раз. Сейчас будем готовить. Готовить будем крем-суп и гуакамоле, мексиканский гуакамоле во Вьетнаме. Поехали!